Блин, я забыла. Бля. Ну, мы альцгеймеры просто. Короче, мы тут сейчас вспомнили, но это просто было год назад всего лишь. Блин, обалдеть. Я не помню, что было год Да, назад. потому что было очень много перелетов, поэтому все смешалось. А интервью должно было проходить в Польше, потому что, ну, в России не работало уже консульство на тот момент. Мы обратились, чтобы получить шенген в визовый центр, довольно-таки бюджетно в Питере, тоже, ну, мне показалось, достаточно хорошая компания, сделали нам испанские визы. Да, и еще перед интервью нужно было пройти медосмотр. Нам они отправили вместе с приглашением, где нам нужно проходить медосмотр. Нам нужно было туда записаться и, соответственно, подойти, ну, в назначенное время. Ну да, короче, ну, в Испанию же мы не можем прямым рейсом прилететь. Мы полетели через Турцию. Я опять, как человек, который считает, что надо выжить максимум, еще сделала нам день в Турции, где мы успели немножко погулять. С метро мы пересели на метробус, доехали до азиатской части Стамбула, где у нас был забронирован отель. Переоделись и сразу поехали куда-то гулять. Да, мы купили с голодухи, мы купили там булочек очень много. Я почти все хрумкал. Там сколько было? 5 булочек вроде. Бубликов. Да, бубликов, короче, таких популярных в Стамбуле. Прикольно. А что, тебя не снимать? С булочками. А, я думал, В принципе, да, мы попали на вечерний Стамбул, покатались по проливу, да, там же пролив. Покушали еще там, в каком-то ресторанчике, где нас угостили бесплатным чаем. Короче, мы вернулись в отель, переночевали и утром на метро достаточно быстро добрались. Куда? Там мы тоже похруткали, дождались, мы, естественно, заранее приехали, дождались своего рейса, прилетели в Испанию. Я очень боялась, что, ну, Что нас не пропустят? ну да, типа я ни разу не получала шенген, ну, честно, Я тоже. не знаю, как все это происходит, но все было довольно мило, то есть все такие вежливые, они спросили, не везем ли мы с собой икру, я такая, икру? Да, да, да. Чего? Короче, я такая, нет, сколько денег спросили, вот мы ответили честно, то есть, ну, нам не было смысла врать. И все, нас пропустили. Мы успели скататься до центра Барселоны, а потом у нас был рейс в Варшаву. Такое красивое. Солнечно. Да. Так, еще раз, почему нам понравилась Барселона? Как, почему? Потому что мы сели в метро быстро. Потом что? Потом выбрались из метро, из метро. Быстро. Да, и Купили пожрать. сразу покушать купили. Да, по-моему, даже у нас между городами гораздо строже проверяют, Ну чем да. там. Короче, вот, все, мы прилетели поздно вечером, и там была еще одна замечательная история о том, как нам не скинули код от бронирования. Да, точно. Блин, я уже и забыл, кстати. А я помню. ТЦ? Вокзал. Не, А, это да, был вокзал. вокзал. И сидели там в Маке несколько часов, Костя разбирался и решал этот вопрос. Да, мы в Польша. несколько отелей зашли, и нам отказали в бронировании, потому что, типа, было уже поздно. Но при этом я могла забронировать и оплатить, но только со следующего дня. То есть нельзя было с сегодняшним заселением, к сожалению. Ну Ну, это блин, да. дело было в том, что утром нам надо было идти и сдавать тесты, кровь на анализы и делать флюшки на следующий буквально день. Я не знала, как мы, типа, ночью будем, ну, типа, чем там будем делать. А еще оказалось, что в Польше достаточно холодно в это время, это был апрель. А мы прилетели, ну как, у нас были куртки, но очень легкие. У меня была вообще кожанка, я так задубела, это просто нет слов. Короче, к счастью, Костя разрулил вопрос, и мы таки где-то в час ночи все-таки забрались, заехали в свои апартаменты. Сдали анализы, ждали результатов, потом с этими результатами ехали к врачу, которого нам рекомендовало посольство, да, консульство, наверное, Да, называется. да, да, да. Они Вот, прям написали, кому надо ехать, чтобы у них были действительные, да. чтобы у нас были действительные
тесты. Тесты, да. В России мы не стали сдавать, мы почему-то сразу решили, что мы будем там. Во-первых, это дешевле, а во-вторых, просто, ну, еще было ничего не понятно. Да у нас времени бы не было записаться. Ну, с Единственное, этими всеми что датами. единственное, что было растратов, связано с тем, что пришлось ставить прививку, которая оказалась дорогой. Да, про прививки, кстати. Мне нравится наша система здравоохранения. Мы еще в России к ним пришли и сказали: здрасте, мы прививались, но только в школе. Вот Костя там запросил книжку прививочную, у меня она была еще со школы. И они такие типа окей, и доставили нам большинство прививок, вот одну только у Кости они упустили. Но вообще все остальное бесплатно поставили без проблем в ближайшей поликлинике вообще, как бы. Да. Врач достаточно добрый, хороший, со мной говорил на английском, я первая заходила. Со А, мной говорил на русском. И потом у нас было несколько дней до интервью, и мы, короче, сходили в Национальный музей Варшавы, сходили в популярные кафешки, потому что мы остановились в центре в самом. Прямо на площадь, вот такую. Погуляли по центру. Я первый раз в жизни попробовала купить и обменять биткоины. Вот, это был интересный экспириенс. Я не знала, как этим пользоваться. Я думала, когда покупала на бирже, что меня кинут. По итогу, нет, биткоины пришли, мы пришли в эти обменники, а их, ну, реально очень много. Ну, в Польше они не скрываются, там прям вот висит вывеска биткоин. Тут я тоже вставлю где-нибудь видео. Как мы просто, ну, засняли рядом. Мы не в этот обменник ходили, мы ходили в другой с хорошими отзывами. Ребята оказались русскоговорящими в обменнике, кстати, если ты помнишь. Да, помню, конечно. Были не против, чтобы я поснимала видео и так далее. То есть все как бы окей. Ну, и обналичили эти $100. Нам не то, что были нужны деньги тогда, а просто мне было интересно это попробовать. Вот, это было прикольно. Короче, вот это мы сделали. По магазинам, конечно, походили, потому что я люблю такое все. Мне понравилась Польша, потому что там так же, как в Питере, только немножко вроде как почище. И там, ну, вкусная еда. В целом, Польша мне понравилась, Варшава. Ну, я не буду говорить про всю Польшу, Да, я не не про была. Польшу, про Варшаву, потому что, Опять же, про общественный транспорт. да, Мы по Америке про транспорт мы тоже запишем видео. А, Мне понравилось, то есть мы доехали от аэропорта до центра, все без проблем. Да, и в целом, ну, не сказать, что капец как дорого. Цены, наверное, как, ну, в Питере, я бы сказала. ну да, кстати, Уже темнеть на улице начинает. Ну ладно. Короче, что про Польшу? Приятные впечатления. Но потом у нас было интервью. да, О боже, я всегда так волнуюсь. Но это, естественно, в этот день мы еще больше волновались. да, я тоже Пришли, волновался. там было две очереди. Кажется, это те, кто на обычные визы, и те, кто на грин-карту. Здание, просто мы тогда с тобой обратили внимание, что оно такое, как бы немножко, Оно неприметное. Это да, здание как будто бы одно двухэтажное по сравнению с российским посольством или консульством, не знаю, как правильно. Там у нас все, у нас замок, короче, такие эти, забор красивый с всякими вензелями. А в американское посольство это просто неприметное одноэтажное или двухэтажное здание, где большинство находится как бы в подвальной да, части. точно, Да, ну там у нас забрали телефоны, естественно, на входе. По-моему, только телефоны забрали. да. Мы ничего больше не брали, только документы и телефоны, все. Вот, там была электронная очередь, все достаточно комфортно. Ну, как сказать, очень простенько. И на интервью нас отправили на административную проверку. Да. Ну что, Костя, делимся новостями. Ну, какие новости? Один позитив сплошной. Столько опыта приобрели. Посольство США посчитало нас слишком мутными для того, чтобы получить визу. Теперь мы на проверке, и далеко не факт, что вообще ее пройдем, поэтому просто расслабились и гуляем. Мы это восприняли нормально, немножко с горечью, но в целом как бы ладно, зато мы попутешествовали.
Поэтому мы один день еще потусили в Польше и потом уехали в Барселону. Уезжаем с Польши. Наконец-то. Ура. Пошли тратить оставшиеся гроши золотые в Остановились мы в Калелье, но это небольшой городок, примерно в 40 минутах от Барселоны на электричке. С их системой транспорта это очень удобно и недорого было добираться. Спустя неделю, да, мы добрались до моря. Да, наконец-то. Наконец-то отпуск начался. Ищем дорогу в отель. Погуляли по Калелье, по Барселоне, покушали в местных кафешках, сходили на гору Монжуик, покатались на элеваторе. Короче, немножечко отдохнули. Круто, что есть метро, да? Тут ждем очередь, чтобы сделать фоточку Саграда Фамилия. Она вся в строительных лесах, строится с 1880 года. Вот это долгострой. Дошли до Триумфальной арки. Константин, что скажете? О, это что, арка? Она еще Да. и триумфальная? Блин, тут опять народу куча. Сзади шикарный вид Барселоны. А мы поднимаемся по гигантской лесенке. Там еще далеко. Идем в крепость Монжуик смотреть, как... Что они там, как, оборонялись, да? Да. Барселону охраняли. Обратный путь, короче, у нас тоже был непростой. Мы летели в Россию через Штутгарт в Германии и через Анталью. А в Штутгарте у нас уже просто не было сил гулять, хотя у нас было 9 часов, то есть мы, в принципе, могли бы съездить, но мы не стали разбираться с их транспортом и прочим. Просто просидели в аэропорту. Кстати, на крыше через пару часов умирания со скуки и просмотра сериалов мы поняли, что там музей, место для прогулки, и, в принципе, там можно потусить. А как-нибудь красиво попозируй. Возвращаемся домой. Ну, почти домой, еще в Анталию. Мы счастливые вернулись домой. Да, дома просто лучше всех. Я особенно был рад, счастлив, то, что мы вернулись домой. Не знаю. Да, но на тот момент мы еще думали, что, ну, как бы нас уже точно не пропустят, потому что админ-проверка это надолго, а интервью у нас было в апреле. И мы, короче, забили. Жили себе спокойненько, приспокойненько, развлекались, пока не получили письмо о том, что мы прошли проверку. А мы в августе, да, получили? Да. И у нас стала новая проблема о том, как отправить и забрать паспорт. Потому что, когда проходится интервью на грин-карту, вам в паспорт вклеивают визу. Это иммиграционная виза, которая действительно 1 год. И въехать вам нужно до того, как закончится у вас действие медосмотра. Медосмотр от момента прохождения действует 6 месяцев. По крайней мере, на тот момент, когда мы все проходили. Я думаю, сейчас, может быть, что-то поменялось, проверяйте информацию. Да. И, короче, мы живем в Питере уже своей обычной жизнью. У нас нет шенгенов, и нам как-то нужно передать паспорта. У нас, насколько я тогда помню, все шаги были так, ну типа, ну получится круто, не получится, окей. И мы нашли ребят, которые ехали на интервью еще в августе только на грин-карту. Они передали наши паспорта, доверенности нужно направлять, но там ничего сложного, одна бумажка. И обратно тоже наши паспорта забрали другие ребята, которые там уже прошли интервью. И, короче, мы получили паспорта, и у нас встал вопрос, будем мы ехать или нет. Не попробуешь, не узнаешь, но я думаю, что стоит оставить пути отступления, это однозначно. Потому что особенно те, кто по грин-карте приезжает, очень многие возвращаются назад. И не стоит сразу отказываться от всего, что есть в России. Это 100%. То есть, если вы там думаете продавать, не продавать недвижимость и так далее, дело ваше, но лучше найти другие, да, деньги и, ну, как-то попробовать это другим способом организовать.
лучше оставить план Б, если что-то Да. пойдет не так. Да, план Б обязательно нужен.